Как вы уже поняли из прошлого видео, я, не имея никакого строительного опыта, начал возведение каркасного дома в лесу. Для меня это своего рода эксперимент. И еще не до конца понимаю, получится ли построить самому по своему проекту. Это, кстати, очень важный момент. Да, наверняка будут ошибки, но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но что в итоге у меня получится, скоро мы узнаем. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, если вдруг вы забыли. И, как вы помните, в прошлом видео я начал строить каркасный дом размерами 6 на 3 в лесу на своем участке. Дело в том, что данное строительство, данный вид строительства для меня является вообще в новинку. То есть я буду учиться вместе с вами, или вы, наоборот, будете учиться вместе со мной. Я думаю, от этого будет вдвойне интересней и вам, и в том числе мне. Мы получим с вами какие-то навыки работы, в то же время вы можете указать на какие-то мои ошибки и недочеты, и, соответственно, вместе мы станем профессионалами своего дела. Возможно, вам это пригодится, например, при постройке какого-то домика, либо хозблока, сарая, например, у себя на даче. И сегодня, а точнее в ближайшие дни, нам с вами нужно будет сделать много работы по укладке пола. В первую очередь нужно будет сделать обвеску фундамента с помощью вот такого бруса 150 на 150 сечением, да, и длиной 6 метров. Ну и, короче говоря, дальше уже всю технологию, весь процесс вы сами увидите. Повторюсь, все, что я буду делать, получены мной, все эти навыки получены мной из книжек, из интернета и из прочих источников. То есть я такой же новичок, любитель, как и многие из вас. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Давайте, пора начинать. Как вы успели заметить, да, все длинные брусья, да, 150 на 150, 6-метровые хлысты уже уложены на фундаментные блоки. Блоки эти бетонные, ФБС, потому что некоторые писали, что это какие-то газоблоки. Нет, это ФБС, бетонные фундаментные блоки. Они предназначены именно для строительства каркасников легковесных, да, то есть одноэтажных. Ну, в принципе, даже можно и двухэтажное строение небольшое тоже на них поставить. На удивление. Почему говорю на удивление? Дело в том, что я не строитель, несмотря на то, что канал мой называется Лесной Строитель, на удивление почти идеальный уровень получился у блоков. Ну, где-то придется добирать там полсантиметра, сантиметр всего лишь, представляете? Я вообще опасался, что у меня вот так вот все гулять будет. А в целом получилось, ну, очень даже неплохо. Брус 150 на 150 для надежности строения, да? И посередине вот эта поперечная. Ее можно было бы не использовать, если бы длина пролета
была бы менее там 2 метров 40 сантиметров, согласно ГОСТу какого-то там 83-го что ли года. Данную информацию я почерпнул из интернета, но так как здесь пролет 3 метра, то я решил поставить вот эту вот прожилину. Хотя можно было бы, конечно, не 150 на 150, а поменьше ее сделать центральную, потому что на нее просто лаги пола будут вставать и опираться в дальнейшем. Но гулять-то гулять на всю катушку я решил, и поэтому тоже 150 на 150 будет по центру. В первую очередь давайте сейчас специальным септиком обработаем все вот эти вот, хотел сказать, бревна, все вот эти вот материалы и защитим их и от гниения, и от поедания короедом, насекомыми и прочими жуками. Сразу хочу вам дать небольшой совет. Не повторяйте моих ошибок. Возьмите лучше не бесцветный антисептик, да, а возьмите какой-нибудь с цветом, да, то есть чтобы когда вы покрасили, покрыли первым слоем, чтобы было видно не прокрасы, да. Потому что я взял бесцветный и, честно говоря, я не понимаю, где я прошелся им, где я не прошелся. И, собственно, в этом и заключается моя ошибка. То есть лучше берите какой-нибудь цветом с определенным. Так вам будет удобней видно непрокрашенные места. За окном осень, первые ночные заморозки, а отопление все еще не дали. Можно было бы согреваться чаем и теплой одеждой, но сейчас это ни к чему, ведь есть электрические конвекторы. У меня, например, вот такой конвектор Denzel OptiPrime 1500. Максимальная мощность 1500 Вт, что позволяет прогревать помещение площадью до 20 квадратных метров. Устройство оснащено X-образным нагревательным элементом, самым долговечным среди аналогов. Конвектор не сушит воздух, не сжигает пыль и исключает появление неприятного запаха. Вообще, это уже второй конвектор в моей квартире, но конкретно эта модель меня зацепила возможностью управлять температурой в доме дистанционно с помощью приложения в телефоне. Доступна версия как для Android, так и для iOS. Также в комплекте есть пульт дистанционного управления. Есть следующие функции: работа по расписанию, защита от детей, обнаружение открытого окна. Конвектор автоматически выключается при риске перегрева, а нагревательный элемент надежно защищен от попадания влаги, что позволяет устанавливать его даже в санузлах. Установка возможна как на стене, так и напольно, а бесшумная работа не доставит дискомфорта даже на полной мощности. Кстати, тоже очень важный момент – это гарантия от производителя, и она составляет 3 года, что подтверждает надежность и качество конвектора. Если вам нужен хороший прогрев помещения, то рекомендую обратить внимание на отопительное оборудование Denzel. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео и закреплю в комментариях. А по промокоду Лесной 10 вы можете получить дополнительную скидку 10%.
пора собирать обвязку фундамента. Нижний вот этот вот ряд пола, состоящий из 150-го бруса. Для этого я сделал разметку. И теперь мне нужно сделать надпил до середины бруса, да, то есть и здесь, здесь. И они должны стать друг друга, эти три бруса, да, как в пазы. Ну, грубо говоря, как что-то похожее на крепление лапа в лапу у бревен, да, когда избы строят. И сейчас, как обычно, нужно промерить диагонали. Я это уже сделал, но я просто напоминаю вам, то есть если вы вдруг будете строить что-то подобное, то всегда углы вот эти вот, ну точнее диагонали, да, проверяйте. Если они совпадают, ну хотя бы примерно, то есть у меня сейчас здесь получилось 6,60, а здесь 6,59. То есть 1 сантиметр, ну это небольшая погрешность. Получается, что все углы практически по 90 градусов. И, собственно, всю эту конструкцию я еще сейчас закреплю специальными скобами, чтобы все углы у меня были четкие и ровные. Ну а здесь я делаю пропил пилой для того, чтобы скоба ушла внутрь, чтобы она не торчала снаружи бруска, да, чтобы она была утоплена. А сейчас давайте проверим все по уровню, пробьем. И где есть неровности какие-то, с помощью рубероида будем выравнивать. То есть просто вообще положено проложить брус, дерево, отсечь от фундамента рубероидом, чтобы дерево не впитывало влагу от бетона, ну, от этих бетонных блоков. Ну и, соответственно, там, где не хватает, там можно рубероида побольше напихать, там
6 листов, 7, да, то есть он сколько там, 2-3 мм толщиной, и за счет этого можно сыграть на этом. И это уже будет финиш. С обвязкой фундамента будет закончено, завершены все работы. То есть закреплять его к фундаментным блокам я не намерен. Ну, я просто не вижу смысла. Зачем это делать? Мне кажется, смысла нет. Ветровая нагрузка здесь минимальная. Дом будет в лесу стоять, соответственно, сквознякового такого ветра, да, ураганного, ну здесь никак не будет, чтобы его сдуть. Поэтому это не требуется. Ну и плюс ко всему это облегчит мне работу по выравниванию потом. То есть все равно грунт будет где-то уходить, проседать. И нужно будет потом выравнивать, да, чуть приподнимать одну сторону дома, одну часть. И если я ее закреплю, это будет сделать тяжелее. Будем делать с вами обрешетку. Специальное вот это вот реечное дно. Доски я напилил пока на одну сторону и, естественно, обработал их антисептиком. Вот такие вот деревяшки я сделал для того, чтобы реечное дно куда-то опиралось. То есть эти деревяшки будут прибиваться вот сюда, к брусу. Ну а вот эта вот деревяшечка еще одна идет, да, чтобы было понимание, на какой высоте колотить. Все, вот так примерился, понятно. И вот эту штучку уже приколачиваю. Погнали!
Ну и чтобы по ночам не беспокоили Микки Маусы, мыши и всякие грызуны, вот такую вот мелкоячеистую сетку обязательно нужно прибить. Пробиваю я ее степлером, и, соответственно, идет она внахлёст. То есть у меня сетка шириной метр, идет метр, потом внахлёст метр. Блин, ну и здесь еще получается кусками придется добивать как-то. Ну ничего страшного, добью. В общем, сетка от грызунов. Вот такая вот мелкоячеистая. Закрепив ветро и влагозащиту, первый день плавно подошел к концу. Я решил не убиваться. Накрыл все труды проделанной работы досками, чтобы ветер не порвал прибитую мной ткань, и стал думать о том, что ждет меня завтра. В общем, какие планы на сегодня? Пора сделать пол и остаться здесь ночевать. Хочу поставить на готовом полу палатку, приготовить вкусную еду здесь или там, где вы сейчас сидите, посмотрим еще. И провести отличную ночь. Все-таки в палатке на теплом утепленном полу будет намного лучше, чем в прошлый раз под тентом, под навесом. В данный момент времени нам нужно с вами сделать короб, который будет прямо идеально по периметру всего основания дома, да, располагаться из бруса 150 на 50. И после чего уже начну устанавливать лаги пола. Расстояние между лагами пола я хочу сделать 59 сантиметров, потому что утеплитель шириной 60 сантиметров, чтобы вот прям плотненько он вставал. В качестве утепления буду использовать базальтовую вату и минеральную вату. Разница лишь в том, что вот эта вот минеральная вата, она такая мягкая, то есть ее можно, ну, она в рулоне смотана, вы сейчас видели, да, то есть ее раз растянул и, собственно, все. Для чего это делается? Для того, чтобы перекрыть стыки базальтовых плит. То есть они метровые идут, метр, да, то есть, соответственно, между ними есть в определенном месте щель. И вот эту щель я закрою мин-ватой, чтобы не допустить никакого попадания холода. Получается, что утепление будет 10 каменная вата и 5 мин-вата. 15 сантиметров пол утеплен будет. Я думаю, этого более чем достаточно. По стенам, наверное, то же самое будет. А может быть, до 10, чуть-чуть снижу требования, да, по утеплению дома. Все-таки это будет экономнее. Посмотрим.
вот эти вот вкладыши такие идут деревянные, да, как распорка они служат, для того, чтобы стена боковая легла на них. Ну а здесь сейчас уже пойду делать лаги. Сразу сделал специальную такую заготовочку длиной 59 сантиметров по ширине утеплителя. То есть я ее вот так подкладываю и по ней сразу могу выставить лагу с одной стороны. Во, все. И сразу ее бью. Ну, единственное, конечно, выравниваю, то есть где-то надо наступить, выровнять уровень, то есть где-то выше, где-то ниже эти лаги. Дерево почему-то разной ширины. И, соответственно, приходится подравнивать. Все, и погнал. По-хорошему, здесь забиваю 3 гвоздя, и потом сверху косой 1 гвоздь покороче. Здесь я бью 120-е, а вот этот косой 80-ка. С помощью вот этой вот распорки, которую я сделал, да, длиной 59 сантиметров, я выровнял все лаги относительно друг друга, но не по центру. То есть лаги же могут гулять, правильно, то есть они, повторюсь таки, дерево то влажное, то сухое, и оно начинает играть. Под нагрузкой, да, оно не будет играть, а когда нагрузки нет, как у меня здесь, то есть оно лежало там неделю, допустим, да, то оно уже заиграло. Хорошо, что еще вертолетом пока не пошли доски никакие, пока. Поэтому надо как можно быстрее пол доделать и уже потом завозить доски на стены. Так вот, по центру я сейчас тоже с помощью вот этой штуковины выровняю все лаги относительно друг друга. То есть я первую выставил, вторую раз, видите, да, то есть она гуляет. То есть ее подбить немножко и гвоздем косым углом буду забиваться в брус, который здесь 150 по центру идет. Погнали! Я раньше этим пренебрегал, но как бы чем старше мы становимся, тем мы больше умнеем, так сказать, да, поэтому мой вам совет: не пренебрегайте средствами безопасности, средствами защиты. Так как во время укладки утеплителя он немного крошится и пылит.
А частицы каменной ваты, насколько мне известно, остаются в легких навсегда. Теперь вы поняли, да? Зачем надо было делать внизу подпорки, речное дно? Чтобы маты не проваливались вот эти вот. То есть, видите, я даже наступать сюда могу. И, соответственно, это гарантирует удержание теплоизоляционных матов на своих местах. А небольшой люфт нивелируется в дальнейшем закреплением металлической сетки и влагозащиты к установленным лагам пола с помощью степлера. Неудобно, конечно, лазить потом под домом, но это не так страшно. Сейчас добиваю эту теплоизоляцию, пройдусь слоем минеральной ваты, которая мягкая, рулонная. После чего нужно будет весь этот пирог накрыть пароизоляцией. И уже после пароизоляции можно будет зашивать, делать полы. На полы, кстати, я буду использовать доску 40-ку, то есть шириной 200 мм и толщина ее 40. Наверное, это даже будет не черновой пол, это, наверное, в дальнейшем будет чистовой пол. То есть, понятное дело, что он загрязнится, но всегда можно будет его шлифануть, снять верхний слой, там миллиметра 3, например, да, и покрыть, например, лаком. Непривычно работать с такими досками, да, как красивыми, ровными. Привык работать с бревнами кривыми, косыми. Но оттого интересней. Все-таки, ну, как мне кажется, какой-то профессиональный рост же должен быть всегда у человека, да? Не всю же жизнь там строить землянки. Все вот эти вот стыки прошлых матов перекрываются пятеркой минеральной ватой. И ну, получается, что у нас нету нигде щелей, через которые будет затягивать холодный воздух. Сейчас добиваю все это дело и пароизоляцией закрываю.
Ну и половая доска, как я уже говорил, 40-ка. 200 шириной и 40 толщина ее. Просто прибиваю на гвозди к лагам. А гвозди пока стараюсь все не использовать, то есть я прохожу через лагу примерно. Ну, я просто не знаю, насколько у меня хватит гвоздей. Да, вот знаете, кажется, что вроде бы все так легко. Особенно, когда смотришь видеоролики, думаешь, да, что там вообще ерунда. Да вот хрен там плавал, я уже сколько, второй день здесь занимаюсь установкой пола. И, мягко говоря, уже силы подходят к концу. А тут еще нужно учитывать такой нюанс, что доски, видимо, высохли и их повело. То есть образуется щель. Что с ней делать? Хрен его знает. Буду прижимать, как-то пытаться чем-то поджать и прибить гвоздем, ну, под углом, чтобы гвоздь притягивал доски сюда, к этим уже имеющимся. Здесь я оставил промежуток, примерно 15 сантиметров, потому что стена дома становится сюда, то есть передняя, да, и, соответственно, сзади я тоже оставлю промежуток. И там надо тоже оставить промежуток. Кстати, да, то есть следующий ряд досок я отступлю 15 сантиметров и пойду туда поближе. Что-то я, кстати, не подумал, действительно, да, у меня же там тоже будут стены. Ну да ладно, ничего страшного, это всегда можно исправить. В общем, финишная черта уже совсем близко, осталось совсем чуть-чуть прибить эти доски. И давайте заодно подровняем эту. Все равно придется подпиливать потом. Зараза. Ну что, полы готовы. Сейчас навожу здесь порядок и ставлю палатку. Очень хочется есть уже просто неимоверно, если бы вы знали. Да, барахла, конечно, много. Ну, попутно сейчас сразу и мусор весь унесу на выход, скажем так, чтобы завтра его сразу увезти.
Предлагаю развести сейчас костер, поставить палатку и приготовить вкусный ужин. Хватит, пора уже отдыхать. Правильно. Комары, кстати, что-то разлетались. Вроде их все лето не было толком, а сейчас что-то появились опять. Конец сентября. Уже... до 1 октября, что ли? Что я рассказываю? Все. Октябрь месяц. Ай! И комары. Взял такой вот матрас сегодня надувной, чтобы было, во-первых, мягко спать, а во-вторых, теплее. Но с другой стороны, подо мной будет 15 сантиметров утеплителей, плюс еще 40-я доска. В любом случае, я как минимум от земли полностью буду отсечен от холода. Короче говоря, на ужин у меня будет бекон обжаренный. И потом я его положу на булочки. Сыр плавленый положу на булочки. Намажу соусом специальным, типа, который бургерный, да? И после этого булочки опять на сковородку положу, чтобы они разогрелись, стали хрустящими. И чтобы, самое главное, чтобы сыр расплавился.
посмотрим, что получилось. Выглядит вкусно. Но я не знаю, что я приготовил. Да, ну что, как, обычные бургеры, обычные бутерброды, скажем так. Приятного вам аппетита. Если вдруг, глядя на меня, вы тоже захотели поесть. Бегите к холодильнику. Значительно теплее. Даже просто вот залез в палатку, еще даже в спальник не лег, а просто прилег на матрас этот надувной. Вообще шикарно, просто обалденно. Ветер мне не помеха сегодня, соответственно, в спине тепло от земли. Ну, земли-то здесь нет, правильно, да? Ну, а в спальнике вообще будет шикарно просто. Отлично. Единственное, я проснулся где-то часа в 4 утра из-за какого-то шороха. И вы представляете, то есть вот сейчас я вылез из палатки, смотрю, бургера моего нету. То есть я один бургер оставлял. Может быть, лисичка умыкнула у меня еду, зараза такая. Ладно, сейчас надо собраться, все вещи собрать, палатку собрать и деревянный пол весь накрыть тентами. Ну, потому что дожди могут быть, правильно, чтобы он не намокал, мне это ни к чему. Вот. Накрываю тентами, а уже в следующий раз завезу сюда материалы для строительства всех стен и каркаса крыши. Ну, лаги вот эти вот, да, крыши сделать, чтобы... И уже начинаю в следующем видео собирать стены. Ну, в идеале, конечно, одно видео, один этап работы. То есть вот следующее видео было бы здорово собрать все стены, а уже потом, например, крышу и сразу положить крышу, да, то есть вот как-то вот так этапами. То есть это было бы в первую очередь вам интересно, да, для понимания того, ну, как проходит весь процесс работ. И в то же время, ну, мне, наверное, это было бы удобнее монтировать, а не делать так, что там не доделал какую-то работу, да, и потом опять начинать все заново объяснять. Холодно, зараза, и кофейку сейчас горячего прям. А еще лучше кофе и шоколадку. Ой. Но мечтать не вредно. Вот это морозец, градусов 5, наверное. Ух, надо работать. Следующим этапом строительства является возведение стен. Но я, пожалуй, возьму небольшую паузу. Поэтому сюда на стройку мы с вами вернемся, но с небольшим перерывом. Кстати, хотел бы сказать спасибо людям, которые пишут комментарии под видео, особенно касающиеся моих ошибок в строительстве. В общем, спасибо и за слова поддержки, и за здоровую критику. Благодарю вас за просмотр этого видео. До скорой встречи. Пока-пока.